Всем привет, с вами Дима Мебиус, и сегодня у меня новогодняя сборка под рабочие задачи с возможностью поиграть. Все пожелания клиента учтены, и если вы не согласны с выбором, прошу написать об этом в комментариях. Дальше будет скоростная сборка для отчета с моими пояснениями. Традиционно сборка начинается с материнской платы. Перед Новым годом это стало реальной проблемой, так как популярность сборок на M5 платформе кратно возросла на фоне умирающих быстрых процессоров Intel 1700 сокета. Процессор номер один среди сборок это 7500F. Оперативная память под работу сразу 64 гигабайта. Чипы Micron A-Die, баланс между ценой и производительностью. SSD под игры и Windows на 2 терабайта я взял от Adata S70. Быстрый и достаточно горячий, с DRAM-буфером и гарантией 5 лет. Интенсивность использования будет невысокая, поэтому внешний радиатор не докупали. Но его всегда можно докупить отдельно, например, Thermalright. SSD под работу Adata S11 Pro на 1 терабайт. Как часто бывает, у него плохо приклеен радиатор. Обязательно поправить перед установкой. Также имеет DRAM-буфер и гарантию 5 лет. Водянка под такой процессор была пожеланием клиента и куплена для красоты. Можно было купить белую Ardor Gaming в районе 5000 рублей, но с гарантией 1 год. Белую Cougar Poseidon за 7500, но была найдена Deepcool по акции за 8800. Было решено расширить бюджет на нее. Фирменная защита от протечки внушает доверие. От LS-версии отличается помпой, ее более низкими оборотами на 2600 и другим кожухом. Для нашего выбранного процессора никакой роли это не играет. Традиционно для Deepcool вертушки чуть шелестят. Вернемся к материнской плате. По итогу с трудом за адекватные деньги нашлась материнка MSI, которую вы могли видеть у меня ранее. Она имеет радиатор, справится практически с любым процессором, а ее тесты нагрева вы могли видеть в моих предыдущих видео. Материнка имеет 2 слота под SSD, а RGB и RGB подсветку. Как будто бы большего и не нужно от материнской платы. Куда интереснее стал выбор блока питания. Полное потребление компьютера в районе 400 Вт. То есть с запасом хватило бы любого приличного блока на 650 Вт. Под выбранную видеокарту желателен кабель 12 VH-Power, чтобы не было больших черных разъемов в белом корпусе. Самый дешевый блок питания был найден за 6500. Но если добавить качество и гарантию, то минимально стоит рассматривать Cougar за 8100 и гарантией 7 лет. Рассмотрев еще ближайшие варианты, был найден обновленный Cougar GLE с 140 мм вентилятором, модульными кабелями и гарантией 10 лет. Белые блоки еще дороже, рассматривать их не стали. Обновленный блок имеет модульную систему, все кабели по 60 см. Сами разъемы крепкие, кабели очень мягкие, и дальше можно будет увидеть, как проложен кабель видеокарты. Вертушка очень тихая. Блок очень понравился по ощущениям. Я немного скептически отношусь к поиску внутри блока питания чисто японских конденсаторов, для меня это не основной фактор при выборе, но в качестве бонуса именно они тут и установлены. Видеокарта NVIDIA 4070 Super. Я ее традиционно считаю лучшей картой для работы и игр. Новая версия от KFA 2 в белом цвете. Отзывы на момент покупки отсутствовали. Опять же, поиск белой видеокарты сильно затруднялся ценами, наличием и ассортиментом. Ближайшая белая карта была лишь на Озоне за 68 тысяч с 2 вентиляторами. Поэтому наш выбор остановился на трехвентильной KFA 2 с DNS. Обязательная сборка и тестирование всего комплекта перед тем, как собрать в корпус. Первый запуск занял минуту 20 секунд. BIOS оказался 5-месячной давности, пришлось обновить. Предпоследний этап это корпус. Корпус всегда это дело вкуса, но когда мы увидели новинку от Tocopus, мнения совпали, что нужно брать. Фирма новая и ей ровно год. Корпус крупный, аквариум, красивый. Выглядит и ощущается добротно. Для того, чтобы влез в кадр, пришлось даже наращивать высоту. Нюанс. В комплекте болты низкого качества. Мне не удалось руками даже открутить, чтобы снять боковые крышки. И хотелось бы силиконовые заглушки в местах прохода проводов. В комплекте у корпуса 6 вертушек, 3 обычные и 3 реверсивные. Для данного корпуса их можно найти отдельно. И обычные, и реверсные по цене около 600 рублей. Сами вертушки на 1200 оборотов продувают неплохо. Скорость вращения можно управлять по шиму, но тогда слышно шелестение. Звук будет позже. Внутри корпуса имеется RGB контроллер, совмещенный с хабом под вентиляторы. Свободных пинов для подключения нет.
Контролер вентилятора имеет 4-пиновый разъем управления RGB либо от материнки, либо от кнопки в корпусе. Это переключается 3-секундным замыканием контактов контролера. Так как наша материнская плата имеет RGB разъем, кнопка на корпусе отвечает именно за перезагрузку. Радиатор водянки влез впритык, запас максимум сантиметр, больше, я думаю, уже бы не вошел. Итоговый вид поближе, чтобы рассмотреть. Смотрится отлично, подбор идеален. Подключаю, чтобы посмотреть на первый старт. Вентиляторы корпуса другого цвета нужно переключить в режим управления от материнской платы. Холодный старт занимает 19 секунд. Уже переключено управление подсветкой. Выглядит потрясающе. Стресс-тест максимальной температуры и шум. Итого. После сборки компьютера были выключены USB-порты почему-то. BIOS был прошит на самый-самый последний, но вот здесь была включена функция, которая выключает USB 3.0 порты, если операционная система их не поддерживает. Не знаю почему так, но факт есть факт. Оперативка в XMP профиле, все работает, все замечательно, процессор сжат до 115 Вт, плюс 200 МГц, температура держит в стресс-тесте до 85, работает достаточно тихо. А в обычных играх температура не больше 65 градусов по процессору и 66 по видеокарте. Крайне производительное решение и довольно-таки тихое. Ложкой дегтя немного стрекочущий вентилятор. И видеокарта в играх немножко слышно, как поют дроссели. Но это абсолютно не критично, и если не подносить ухо к системнику, этого не слышно. Спасибо за просмотр.